Привет, наконец-таки мы встретились с вами здесь, чтобы обсудить тему игры с лошадьми. Долго готовилась к этому видео, и у меня немножко новый формат, поэтому мы начнем с самого-самого начала о том, как нужно играть. Мы разберем психологию, потом мы начнем тему игры. Чтобы вы понимали и читали правильно лошадь, чтобы вы смогли с ней найти контакт и общаться, и найти правильное взаимодействие. Так вот, все мы знаем то, что лошадь – это табунное животное. Тем самым мы понимаем, что лошадь и человек – это два разных животных. То есть человек делает самую главную ошибку – это он сравнивает лошадь с собакой, что тоже совершенно просто невероятно разные животные, которые никак по инстинктам вообще никак не подходят. Человек больше подходит к собаке, нежели к лошади. Некоторые люди просто сравнивают лошадь с собакой или применяют какие-то вещи, которые бы они приняли, допустим, с каким-нибудь другим животным, которые схожи с нашими же инстинктами. Какие три главные ошибки делает человек? Он пытается поймать лошадь, он пытается подчинить ее, и он пытается подкрасться к ней. То есть, к примеру, это вот в ливаде, если человек пытается поймать лошадь, или же когда человек просто пытается бежать за лошадью, думая, что лошадь вдруг остановится или он сможет ее поймать. Лошадь с самого рождения знает, что нужно убегать от опасности, нужно убегать от чего-то, что бежит на тебя. Если мы будем более внимательны к лошади и более внимательны к повадкам, знать, как работает табун, знать, как работает мышление лошади, все это применять и менять наше же восприятие лошади, то тогда лошадь сможет принять нас как своих. Потому что мы можем ее прочитать, мы можем ее понять, мы можем ее изучить. Мы сможем наладить этот контакт и сделать из себя того самого лидера в табуне. И лошадь, когда она знает, что это тот самый лидер, за которым можно спрятаться, который защитит, с которым всегда хорошо и приятно, она от вас никогда не убежит. Она всегда будет рядом с вами. Даже если вы будете ее прогонять. И не бойтесь прогнать лошадь с вашего пространства. Она всегда к вам вернется, если вы для нее тот самый лидер. То есть мы больше работаем даже не за счет команд, что лошадь к нам приходит, лошадь от нас отходит. Мы работаем на психологическом уровне. То есть мы считываем с лошади всю эту информацию и применяем ее, как это было бы в природе, в табуне, в ее повадках. Из-за этого лошадь на психологическом уровне будет к нам возвращаться. Вы должны научить ее, показать ей. Вы должны показать ей, что это безопасно, если это, к примеру, что-то, какой-то объект какой-то, который она не принимает. То есть вы должны проходить все это вместе с лошадью. Тогда у вас появляется вот эта нить, этот контакт, и лошадь начинает с вами расслабляться, и она начинает учиться тому, то, что с вами хорошо, что вы не причините ей боль, что вы ее научите быть спокойной. И все, конечно же, это надо делать постепенно. И только тогда вы сможете набрать те самые лидерские качества, о которых я пытаюсь вам рассказать. Что же насчет игр? Лошадь должна быть готова, то есть у нее должна быть определенная база. Это уступки давлению, уступки переда, уступки зада. Она обязательно должна это знать. Моя личная рекомендация – это 7 игр под Парелли. С этими играми мы еще начинали с Нури. Это очень старые кадры, как мы с Нури начинали учить эти 7 игр, но именно они дали ту самую связь и контакт с моей лошадью. Поэтому я всем рекомендую пройти эти 7 игр, потому что именно эти игры не только развивают мозги вашей лошади, но тем самым эти игры построены на психологии лошади, что сделает вас тем самым лидером и тем самым другом. Поэтому только после 7 игр вы можете с легкостью приступить к каким-нибудь упражнениям или задачам. Также можете посмотреть, как мы учили эти игры с Ватсоном и как мы сдавали первый уровень Парелли. Ссылочку оставлю в описании. Нам хватило ровно месяц изучить все игры, и только после этого вы увидите, как конь раскроется, он станет к вам намного ближе, и вы почувствуете ту самую связь, о которой я говорю. Так как в этих играх заложена именно психология, она будет уважать ваше пространство, уважать вас. Также вы станете для нее той самой лошадью, другом, с которой она захочет быть, находиться рядом с вами и будет воспринимать вас как семью и как отдельного человека, или же как отдельную лошадь в ее сознании, с которой очень хорошо и комфортно.
Запомните, что вы не сможете играть с лошадью, у которой нет контакта с человеком. То есть если это какая-то молодая лошадь, которую вы только-только начинаете учить, или это лошадь, у которой очень большие какие-то проблемы есть, и лошадь агрессирует, или что-то с ней не то, и с ней нужно работать. Все эти игры, они могут превратиться совсем не в игру. Очень часто я вижу, когда люди хотят играть с лошадью, начинают играть, а лошадь не знает, что такое уважение пространства, что такое уступки давлению, что такое осаживание. И она начинает применять свои правила игры, она начинает оттеснять вас, приближаться к вам намного ближе, и то есть, когда вы с ней бежите, она еще может агрессировать, она может случайно вас задеть. То есть это уже не игра, это лошадь пытается доказать вам, что она лидер. Но это совсем не игра. И очень часто я вижу, как люди начинают носиться. Или лошадь носится, и она просто не понимает, что нужно делать. Или же она агрессирует, начинает вас притеснять и начинает очень агрессивно себя вести. Тем самым вы можете просто получить копытом. Это в хорошем случае. Или же в плохом случае она просто может на вас напасть и наброситься, и вообще это будет ужасно. Лошадь должна быть готова к игре. Она должна вас не бояться, конечно же, в первую очередь. Она должна знать, что такое хлыст. Что хлыст – это ваша дирижерская палочка, которой вы управляете, которой вы направляете ее движение, останавливаете, отгоняете. То есть все эти моменты, они очень важны, чтобы игра получилась настоящей игрой, где лошадь может расслабиться, где она может взорваться со всей своей энергией, и в то же время она может вернуться в работу. Чтобы этого достичь, опять же, без базы, это почти невозможно. Потому что если лошадь не признает вас как лидера, если она не уверена в вас, на 100% не знает, что с вами безопасно, она, скорее всего, не будет возвращаться к вам, она будет стоять или где-то в стороне, или она не будет обращать на вас вообще никакого внимания. Второй шаг. Вы берете корду или чомбур и начинаете синхронизировать ваше движение и движение лошади. То есть если вы идете шагом, вы останавливаетесь, лошадь останавливается. Вы делаете шаг как рысь, она начинает тоже рысить, вы останавливаетесь, она останавливается. Вы идете назад, она идет назад. Так как в табуне лошадь привыкла синхронизировать движение с вожаком, или же, когда же ребенок рождается, у него уже запрограммировано синхронизировать движение матери. То есть, когда вы двигаетесь, лошадь тоже должна двигаться вместе с вами и с таким же темпом, как вы. То есть вы должны научить лошадь еще и этому. Первый шаг к тому, чтобы правильно научиться играть с лошадью, вы можете ставить чомбур, можете ставить корду. Начинайте синхронизировать ваши движения и немножко попробуйте в разные стороны поменять направление. При этом с большим импульсом, чтобы лошадь немножечко начала с вами играть. При этом вы всегда должны содержать эту дистанцию. Если же вам неудобно бегать с этой веревкой, вы можете отпустить эту веревку, но при этом вы должны учитывать, что когда вы играете, вы должны в конце своей игры вы должны позвать свою лошадь к себе, чтобы она успокоилась, просто стояла рядом с вами и искала это расслабление. Как только она расслабилась, вы можете ее отогнать и опять продолжить играть. То есть вы пытаетесь бегать, она синхронизирует ваше движение, вы начинаете давать ей импульс всякий раз, можете хлыстом ее немножко в разные стороны, чтобы она немножко начала играть. После того, как она немножечко начнет с вами играть, и вы увидите, как она начинает играть, начинает взрываться, вы сразу же отпускаете это давление и начинаете звать ее к себе. При этом вы держите эту дистанцию. То есть это не должно выглядеть так, что лошадь несется на всех парах прямо на вас, и вы ничего не можете сделать, она вас сбивает, вы падаете. Поэтому обязательно держите эту дистанцию. Если вы бежите вместе рядом, всегда давайте ей знать, что вот вытянутый хлыст, что если она на него врезается, это ее проблемы. Потому что ваше личное пространство – это ваша защита, и вы как лидер не даете этому пространству заходить за какие-то пределы. То есть если вы не хотите, то вы отгоняете лошадь от себя. Не бойтесь ее отогнать от себя, она все равно к вам вернется. Если же вы боитесь ее, она все равно это тоже чувствует, она будет сдвигать ваше личное пространство, и тем самым она просто может вас задеть. И это очень большое неуважение. В табуне никогда лидер не будет терпеть вот такое отношение. Он или укусит, или даст копытом, или будет преследовать эту лошадь, чтобы дать ей понять, что так нельзя делать. Поэтому вы должны действовать точно так же. Давайте идем вместе. Если лошадь отвлекается на что-то, мы ее корректируем.
Допустим, вот сейчас я буду ждать момент, когда он отвлечется на что-то. Вот, потеряли контакт, допустим, здесь. Он ушел, потеряли мы контакт, мы его возвращаем обратно. Так. И продолжаем. Good. Идем, идем. Идем. Good. Стоп. Ой. Мы начинаем играть и начинаем синхронизировать наши движения и движения лошади. Важно не просто бегать с лошадью, а важно показать лошади, где мы играем, а где мы возвращаемся в работу. То есть это дисциплина. Чтобы дисциплинировать лошадь, мы должны показать ей правила, где мы можем играть, а где мы собираем всю эту энергию в работу и начинаем работать. Теперь я встаю в круг, и с игры мы переключаемся в работу, когда я становлюсь в середину круга. Лошадь прекрасно понимает, что игры закончились и начинается работа. Как только мы видим, что лошадь успокоилась и она выполняет все наши наставления, мы приглашаем ее к себе. Теперь я зову его к себе. Вати! Вати! Come. Good boy. Yes. Good. Он стоит всегда вот так вот сзади. Good. Yes. Идем вместе. Стоим. Good. Идем. А, ничего. Сейчас покажу одну штуку и объясню, почему это так происходит. Допустим, я не хочу, чтобы он был в моем пространстве. Я говорю, уходи, уходи. Все. Он знает, все. Я не хочу его в моем пространстве, я его отогнала, то есть он делает сейчас все, что хочет. Но при этом, если я его позову, он должен всегда вернуться. И почему? Почему же? Вот. Я его не звала. Иди отсюда. Иди. Почему же при вот таком движении при движении взмахом хлыста он возвращается? Вати! Good boy. То есть вы подумайте, странно, вроде бы взмах хлыста должен напугать лошадь, и она должна, наоборот, дальше от тебя отойти. Но при этом лошадь возвращается обратно. Good boy. Good boy. Да, я тебя звала. Молодец. А все потому, что, когда мы работаем с лошадью, она всегда должна знать, что мы ее приглашаем к себе, и мы ее отгоняем. Или мы идем вместе и работаем вместе, как, допустим, сейчас. То есть она должна знать, что, во-первых, она не должна бояться хлыста. Это работа, которую должна знать каждая лошадь. То есть хлыст она должна не бояться. То есть она должна знать, где я ее подгоняю, где я просто машу этим хлыстом. Вот хочу я просто махать, я машу. Но при этом она не убегает, и это не была никакой команды, там, отойди от меня или еще что-то. То есть это все дисциплина и обучение грамотного воспитания лошади. Good boy. Вот, при этом, если я сейчас, допустим, отгоню его от себя, он будет знать, что мы продолжаем работу.
Допустим, позову его к себе. Тупой. Лошадь должна знать, что рядом с вами это самое безопасное место на земле, и она может расслабиться. Вследствие того, что мы постоянно отгоняем и приглашаем лошадь к себе, она вынуждена искать эту безопасность рядом с вами. Тем самым она будет возвращаться к вам, потому что с вами комфортно, хорошо и это безопасно, что очень важно для лошади. Очень много информации, но без всех этих деталей вы не сможете разговаривать с лошадью. Если вы пригласите ее, к примеру, в момент, когда она выполнила что-то негативное или прибавила темп, который вы не задавали, и в этот момент вы приглашаете ее к себе в круг для расслабления, этого нельзя делать ни в коем случае, потому что вы закрепите негативное поведение, и лошадь будет думать, что только когда она делает что-то, то, что вам не нужно было сделать, она будет продолжать это делать, и вы закрепите это негативное поведение. Она будет вести себя именно так, как вам не надо. Поэтому будьте внимательны с работой, обязательно приглашайте ее только в тот момент, когда вы довольны результатом, и она может расслабиться. Но расслабиться она должна только именно рядом с вами. Поэтому вы ее приглашаете к себе. Потому что по итогу виновата лошадь, но всегда виноват человек. Мы сами не умеем объяснять и пропускаем моменты, поэтому изучайте психологию поведения и будьте внимательны к вашей лошади. Читайте ее и говорите с ней на ее языке, а не пытайтесь подчинить ее силой, как это делают многие другие люди. Лошадь – это не человек и не собака, и никакое иное другое хищное животное. Лошадь – это табунное животное, и она в первую очередь жертва. Если лошадь паникует, вот каких бы идеальных отношений с вашей лошадью не было, если лошадь находится в момент паники, она будет бежать, она будет сносить все, что она видит на своем пути, и вы не сможете ничего абсолютно сделать, потому что это ее инстинкты, это заложено в ее голове с самого рождения. Вы не сможете поменять инстинкты силой или выбить из нее то, что в ней заложено природой. Поэтому, пожалуйста, учите вашу лошадь расслабляться именно вместе с вами, или даже в какой-то панический момент произойдет что-то не очень хорошее, она всегда сможет вернуться к вам, так как когда паника пройдет, адреналин у нее будет понижаться, она будет искать вас, она будет искать это расслабление, поэтому вы для нее это табун. Без табуна она одна, и ее смогут съесть волки, так сказать. Поэтому она будет искать того самого лидера. И опять же, любая лошадь может запаниковать, но если вы постоянно работаете с лошадью, вы изучаете новые объекты, которых она может, допустим, боиться, какие-то замкнутые пространства, новые территории, даже трюки и обычные умственные игры, они развивают ваши отношения. Лошадь, у которой нет каких-то сильных взаимосвязей с хозяином, она, конечно же, очень быстро запаникует, потому что она не уверена в себе, и она ищет своего лидера, лошадей, а не хозяина своего. Поэтому она очень быстро может взорваться, что приведет к негативной реакции человека. Но если же лошадь воспринимает вас как свою семью, свой табун, своего лидера, она очень быстро успокоится. И вы сможете ее успокоить в дальнейшем, так как она привыкла к вам, она знает, что с вами хорошо, она доверится вам и отпустит свою панику. Да, ей будет страшно, но она соберется, и вы преодолеете этот момент намного проще и намного быстрее. И она запомнит этот момент. И в следующий раз она уже не будет бояться, потому что она вам доверилась, и вы оправдали ее ожидания. Это все то же самое, что со страшными объектами, которые лошадь может бояться. И потом, когда это все приходит в незапланированную ситуацию, это все проходит намного быстрее и безопасней для вас и для вашей лошади. Вы как будто бы заранее готовите ее к каким-нибудь непредвиденным моментам, и с этим самым вы сможете остановить лошадь, или же лошадь сама будет чувствовать себя более расслабленной, более спокойной. Поэтому очень важно работать с лошадью, именно создавать этот контакт и эти взаимные отношения. И, конечно же, в первую очередь это работа в руках, а не верховая езда и прочие какие-нибудь работы в седле. Поэтому читайте вашу лошадь, говорите с ней на ее языке и не пытайтесь ее подчинить. Если вы хотите лошадь, которая будет вас слышать и слушать, и следовать за вами без применения какой-то силы, вам нужно менять свое поведение по отношению к лошади. Всем спасибо большое, кто смотрел это видео. Я надеюсь, вы узнали намного больше о психологии, о играх и вообще про язык лошади. Мы увидимся с вами в следующем ролике. Спасибо вам. До свидания.